Всем привет! Меня зовут Алена, и вы на канале «Вязаная мечта» от Алены Хашевой. Сегодня хочу вам показать два идеальных способа набора петель. Это итальянский способ и крестообразный набор петель двойной нитью. Иначе его называют еще болгарский зачин. Очень часто такие способы предлагают использовать в журналах, но многие не совсем понимают описание, и вроде как картинки есть, вроде все понятно, но проще посмотреть минутное видео и легко и просто справиться с задачей. Итак, давайте приступим к вязанию. Я покажу вам, как легко и просто набрать два этих способа. Итак, первый способ – это итальянский набор петель. В результате такого набора петель образуется эластичный и красивый край. Такой способ выглядит безукоризненно. Он идеален для вязания планок, манжет и патентных узоров. В журнале в описании приводится итальянский набор петель со вспомогательной нитью. Я вам покажу, как набирать петли проще, не используя вспомогательную нить. Итак, мы берем ниточку и спицу. Набор идет на одну спицу. Мы формируем такую вот петелечку. И дальше у нас начинается набор. Мы вводим спицу под нить, которая идет от большого пальца. Вот таким образом. Захватываем нить, которая на указательном пальце. И обе нити у нас должны остаться за спицей. Вот у нас получилась первая петля. Дальше мы уже используем первой не нить, которая не на большом пальце, а нить, которая на указательном. Мы заводим спицу под ниточку, затем заводим под ниточку с большого пальца, и у нас получается две нити перед спицей. Продолжаем. Чередуем. Продолжаем. Используем нить, которая на указательном пальце. Теперь используем первую нить, которая на большом пальце. И по очереди мы набираем петельки. Итак, я набрала нужное количество мне петель, и мы можем видеть, что у нас одна петелька формируется изнаночной, вторая петелечка лицевой, и они чередуются. Значит, мы правильно набрали петли. Для чего в журнале описывается итальянский набор со вспомогательной нитью? Дело в том, что если использовать вспомогательную нить, то будет удобней держаться вот эти вот петельки, они не будут перекручиваться. Но мне удобнее это делать без вспомогательной нити. Сейчас я вам покажу, что мы делаем дальше. Значит, мы переворачиваем работу после набора. И нам надо 2 ряда провязать полурезинкой. Первая петля у нас смотрится лицевой, и мы ее провязываем лицевой, закрепляя при этом первую петелечку. Дальше у нас идет изнаночная петля. Изнаночную петлю мы не провязываем, просто снимаем нить перед работой, оставляем. Дальше опять у нас идет лицевая. Изнаночную снимаем нить перед работой. Лицевая. Изнаночная нить перед работой. Вот в данном случае, когда мы провязываем первый ряд, нам главное не перекрутить петли. Для этого и вспомогательную нить используют. Ну, если внимательно за этим наблюдать, то петли будут лежать аккуратно. Лицевая нить перед работой. Так мы вяжем до конца ряда, затем мы переворачиваем работу и еще один ряд вяжем полой резинкой. После того, как мы вывязали 2 ряда полой резинки, мы начинаем
вязать резинку 1 на 1. Покажу вам еще один очень эффектный набор, который называется крестообразный набор петель двойной нитью или же болгарский зачин. При таком способе набора петель край изделия более красивый и аккуратный. Особенно он хорошо смотрится у полотна, выполненного лицевой гладью. Первое, что мы делаем, это правильно располагаем нити. Нам надо вдвое сложить нить. Нить должна быть в 2 раза длиннее длины наборного края. Вот, например, мне надо такое количество нити. Я складываю в 2. Рабочую нить от клубка мы помещаем на указательный палец, а двойную нить мы вот так вот обвиваем вокруг большого пальца, и мы должны сформировать первую петельку. И первую петлю мы формируем таким образом. Как обычно, набираем, протягиваем. У нас вот эта ниточка, которая осталась, идет как хвостик. Мы ее убираем. И работаем с 2 нитями. Одна идет от клубка, вторая двойная. Дальше все зависит от того, как расположена двойная нить. Первая петля у нас провязывается как обычный набор петель. Мы его таким образом держим ниточки и формируем первую петлю. Вторая петля у нас формируется иначе. Мы располагаем не таким образом нить, а делаем вот так вот. Двойная нить расположена иначе. Теперь мы вот так вот захватываем эту ниточку и вытягиваем рабочую нить. Получается у нас вторая петля. Дальше мы чередуем обычный способ набора петли и меняем расположение двойной ниточки и набираем вот таким вот образом. Опять обычный способ. Меняем и снутри вот так вот подхватываем и протягиваем. И так набираем до конца ряда то количество, которое нам необходимо. Край получается очень аккуратный, смотрится эффектно. Вот что мы имеем. Эти 2 способа я применяю при вязании шапок. Всем пока, до новых встреч!